Two, one. Всем привет! Меня зовут Манакова Милана. Сегодня особенный день, к которому я готовилась с большим волнением. Рано утром я приехала в Ялту на соревнования по бальным танцам. Первым делом мы направились покушать, чтобы были силы потанцевать. А потом у меня начинается подготовка к соревнованиям. Город встретил меня теплым воздухом, здесь все наполнено движением, музыкой и ожиданием чего-то красивого. Когда я зашла в место проведения турнира, сердце начало биться быстрее. У входа уже были танцоры, кто-то повторял движения, кто-то фотографировался, кто-то старался справиться с волнением перед выходом на паркет. Внутри все выглядело очень красиво. Яркий свет, музыка, блестящие костюмы и огромный танцевальный зал, в котором совсем скоро должны были начаться соревнования. Первым делом я отправилась готовиться. Самое важное перед турниром – это образ. Мне начали делать прическу. Прически я всегда делаю у стилиста. Прическа – это, наверное, одна из самых важных частей подготовки перед выходом на паркет. Вокруг была настоящая атмосфера турнира. Когда я посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что прическа мне вообще не нравится, она мне стягивала всю голову, но когда я переоделась в латиноамериканский свой наряд, я почувствовала себя более увереннее. Перед выходом на паркет мы с партнером побежали разминаться. Это один из самых важных моментов перед выходом на паркет, потому что именно здесь начинаешь по-настоящему чувствовать соревнования. В зале уже играла музыка, и все пары разминались. Все повторяли свои вариации, растягивались и настраивались на хорошее выступление. Мы начали с обычной разминки, разогревали мышцы. Я сделала растяжку, чтобы тело стало более легким и свободным к движению. До нашего выхода на паркет оставалось еще достаточно много времени, поэтому я решила поддержать своих подружек и пойти на их награждения, которые уже выступали. Это всегда очень особенный момент на соревнованиях, когда ты не только переживаешь за свое выступление, но и искренне болеешь за своих друзей. Именно такие моменты делают соревнования не просто турниром, а настоящим праздником дружбы. Перед началом нового отделения всегда включают гимн России. И вот объявляют наш выход. Вернитесь, пожалуйста, к заместителю главного судьи. И вот мы танцуем чачу. Игра, флирт, легкие движения, каждый шаг – вызов, каждый взгляд – эмоция. Самбо, ритм становится горячее, тепло ловит музыку, и остановиться уже невозможно. Румба – танец чувств, история о страсти, доверии и магии между двумя людьми. Пасодобль – сила и характер. Паркет превращается в арену, где движение говорит громче слов. И финал – джайв.
скорость, энергия, улыбки и огонь до последнего удара музыки. Когда мы вышли танцевать стандарт, все стало совершенно иначе. Медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп. Начали мы с медленного вальса. Танго – это когда вы поссорились, но музыку включать уже поздно. Венский вальс кружимся так быстро, что у оператора уже ипотека на стабилизатор. На двух последних танцах мой партнер сдулся, и я даже не буду озвучивать. И награждение, наконец-то. На латине мы стали вторые. Потом был стандарт, награждение, минута молчания. И внезапно режим невидимки. Нас не вызвали, нас не наградили, как будто нас вообще не существовало. Как такое может быть? Впервые с этим сталкиваемся. Но организаторы не знали одно – у нас есть тренер. После короткого разговора мы резко снова появились в протоколе, заняли 4-е место и, конечно, были расстроены. Эти соревнования в Ялте подарили мне невероятные эмоции, волнение, радость, адреналин и настоящие чувства сцены. Но главное, мы очень хорошо отдохнули и набрались новых сил к новым соревнованиям. Загорелся просто нет. Там эти массовые слова просто нет. Этот ролик подходит к концу, поэтому подписывайтесь на меня, на мой лайк, телеграм и тикток. Всех люблю, а я побежала кушать.